Да кто? Он. Бигфут. Он же Йетти. Он же снежный человек. В густом тумане обитал поезд-монстр, пожиратель вагонов. Там какой-то там этот поезд-пожиратель. Как из страшилки. Давай, Гуталин, жми на газ. Гуталин, ну что там, скоро мы приедем? Где станция? Да и вообще, зря мы поехали искать этого снежного человека. Я же тебе говорил, что в той пещере никто не живет. Да и вообще, этого снежного человека, скорее всего, не существует. Ой, Бобик, ну кто же знал? Зато мы день хорошо провели на природе, по горам покатались. О, а вон и станция. Все, нашли. И поезд нас уже ждет. Так, Гуталин, подожди, а во сколько там отправление поездом? Мы не опаздываем хоть? Не, Бобик, у нас полно времени. Отправление в 6 часов вечера. Что? Гуталин, 6 часов... Жми на газ, Гуталин! Уже 6 часов вечера, давай быстрее! А, да, точно, Бобик, время пролетело незаметно. Как же так, точно 6 часов вечера. О, так, поезд сейчас уедет, стойте, подождите, не уезжайте без нас. Так, Бобик, смотри, там двери, по-моему, уже закрываются. Давай, поднажми быстрее. Так, Гуталин, аккуратнее, тут слишком крутой спуск. Гуталин, держись. Давай, Бобик, подожди, стойте, подождите. Быстрее. Так, где машинист? Не отправляйтесь. Подожди, Бобик, где-то там, давай, быстрее. Так, Гуталин, еду. Фух, подожди, давай, запрыгивай в последний вагон. Двери закрылись уже. Так, подожди, вот, открылись, закрылись, потом открылись. Давай, Бобик, это как раз, наверное, для нас. Нас поезд ждет, давай, а то мы задерживаем всех. Фух, забирайся. Фух, успели. Отлично. Так, ну что, поехали. Фух, Бобик, сегодня был веселый день. Да, хоть мы и снежного человека и не нашли, но зато, да, классно мы покатались. Особенно вот этот спуск с горки был очень крутым. Как раз устроили, но мы тут себе слалом. Да, Гуталин, согласен. На лыжах мы этой зимой не катались, но зато с горок тоже нормально прокатились. Фух, так, ну что, поехали. Так, Гуталин, а сколько нам вообще по времени добираться обратно домой? Бобик, не знаю, это ж мы далеко от дома уехали. Если с этой станции... Это если бы мы на другую станцию поехали, тогда бы 2 часа ехали. А с этой, наверное, часа 3 или 4, да, это же конечная станция. Так, ну ладно. Вот у нас полно времени, что, может, какие-нибудь истории порассказываем? Страшилки, например? Так, нет, Бобик, никаких страшилок, потому что мы в тоннель вот заезжаем. Гуталин, ну что, скоро мы приедем вообще? Мы уже, наверное, часа 3 или 4 точно едем. Ну что-то непонятно в каком направлении. Уже вот стемнело. Бобик, не знаю, ну... Вот через, наверное, 2 станции нам выходить. Надо вот кого-то спросить. Мы соскочили в поезд, а маршрута точного я не знаю. Да, ну, наверное, еще, может, он вокруг как-то поехал, этот поезд. Да, ну, мы примерно в правильном направлении едем, потому что там в другую сторону мы не могли уехать, там тупик был, ты сам видел. Значит, ну, скоро приедем. Просто, наверное, поезд делает какой-то крюк. Да, Гуталин. О, подожди, давай проедемся тогда по вагонам и спросим у кого-нибудь, через сколько наша станция. Да, точно, Бобик, отличная идея. Да, то я смотрю, что наш вагон совсем пустой, ну и на станциях никто не заходил. Так, давай проедемся тогда в соседние. Сколько здесь вообще вагонов? Ты успел посчитать? Тут, по-моему, раз 6 или 5. 5 или 6 вагонов, да, по-моему, было? Да, Гуталин, что-то около того. Но поезд длинный, да, очень. Ну как, 6 вагонов, это прилично. Бобик, я что-то не пойму, мы уже проехали сколько? 2 вагона или 3? По-моему, 3 уже проехали, и ни одного пассажира не встретили. Почему никого нет? Странно. А на станциях ты видел, кто-нибудь вообще заходил в этот поезд или нет? Да не, Гуталин не обратил внимания, но, по-моему, никто не забирался. О, подожди, Бобик, смотри, там вот какая-то машинка стоит. Да, точно, вроде бы какой-то пассажир. О, здравствуйте! Фух, ну наконец-то мы хоть одного пассажира встретили в этом поезде. Мы уже думали, что он полностью пустой. Даже удивились. Меня Гуталин зовут, а это Бобик. Мы едем, в город. Не подскажете? Станция вокзальная. Через сколько будет? Долго еще нам добираться? Это, по-моему, конечная, правильно? Или поезд дальше поедет? Что? Станция вокзальная? Да это вам ехать еще и ехать. Поезд ведь в объезд едет. Вы что, разве не знали, что ли? А, да, точно, я еще так подумал, что мы долго едем, уже прошло, наверное, часа 3 или 4, мы должны уже давно были приехать, но вот у нас начали закрадываться сомнения, что поезд как-то по другому маршруту поехал в объезд. Так, а через сколько будет станция вокзальная? До нее еще нужно доехать, я бы так наперед не загадывал, но часа, может, через 2 доберетесь, может быть, раньше, как получится, если он пропустит. Что? Кто пропустит?
телефон. Что вы как-то загадками говорите? Через 2 часа? Ну что-то долго до станции вокзальной. Так а почему вы говорите, если получится добраться? А вы что, разве не знаете, по какому маршруту едет этот поезд? Ну вы даете. Сначала уточнили, а потом бы уже забирались внутрь этого поезда. Он же едет по тому самому пути. По какому пути? Можете, пожалуйста, поточнее говорить? Да как это по какому пути? По тому самому, где он обитает. Да кто он? Кто вообще такой? О, тихо, подождите. Мы заезжаем в тоннель. А, нет, это не тоннель. Ну ладно, здесь, наверное, поезд замедлится, это хорошо. Стоп, Гуталин, подожди. А что, поезд замедляется? Это остановка какая-то? Давай, наверное, здесь выйдем, сами доедете. Доедем как-нибудь. Да, Гуталин, а то 2 часа. Может, давай на дорогу выйдем, и там на каком-нибудь грузовике он нас подбросит. В общем, доедем до города. Так, мне кажется, быстрее будет. Нет, стойте. Стойте. Не выходите на улицу. Да, а то он вас заметит. Да кто он? Тихо. Так, все, поезд замедляется. Да, он здесь остановится. Так и будет, наверное, стоять какое-то неопределенное время, пока он не успокоится. А кто успокоится? Скажите, пожалуйста. Тихо. Стойте, стойте, не шевелитесь. Да. Поезд пустой, но если он нас заметит, тогда это будет очень плохо. А кто заметит? Тихо. Все, двигатель заглушен. Кстати, эта электричка автоматически управляется. Здесь не машинист управляет, а она сама едет. Это специально так сделали. Ну, на всякий случай, а то после тех случаев решили, что лучше пусть электричка автоматически ездит по этому маршруту. А после каких случаев? Что такое? Что это было? Бобик, ты слышал? Да, Гуталин, по-моему, кто-то ударил по вагону поезда. Что за шум? Да, как будто бы... Ой, нет, кто-то сверху прыгнул, что ли? Крыша аж прогнулась. Ничего себе. Что это такое-то? Там что, монстр какой-то, что ли, на улице? Скажите нам, что происходит здесь? Тихо, тихо. Да, он заметил поезд и сейчас будет его проверять. Так, стойте, не двигайтесь и желательно громко не разговаривать. Главное, чтобы он нас не услышал. Да, делая вид, что поезд полностью пустой. Он сейчас убедится в этом. О, вот начал прыгать. Да, это ему, конечно, не нравится. Он сейчас посердится немного, а потом убежит обратно в лес. Такое часто бывает. Я уже не первый раз здесь езжу, так что можете не переживать со мной, а вы проедете этот маршрут. Так, а скажите, пожалуйста, а кто там прыгает на крышу? Опять громко прыгнул. Да кто? Он. Бигфут. Он же Йетти. Он же снежный человек. Что? Снежный человек? Он все-таки существует? Ну вот, Бобик, а ты мне не верил, я же говорил, что он существует. Так, тихо, не шуми так. Он может услышать. Так, на какой он там вагон прыгнул? По-моему, он уже на последний, да? Прыгнул на последний, спрыгнул и убежал в лес. Фух, повезло нам, пронесло на этот раз. Ну, я же говорил, что со мной вы доедете до маршрута. Так, поезд вроде бы двигатель опять завел. И поехали. Да, отлично. Фух. Все. Едем дальше. Так, стоп, подождите, так это что, это действительно снежный человек был? Мы же как раз сегодня его искали, хотели сфотографировать, ну или как-то вообще, ну мы просто интересуемся этой темой. Ну и вообще нам там всякие разные монстры интересные, но вот снежного человека мы хотели хотя бы хоть раз увидеть. Давайте выйдем, остановимся или что? Да нет, вы что? Нет, нельзя. Нельзя с ним видеться и разговаривать. Это может плохо кончиться. Так, стоп, а вы говорите, монстрами интересуетесь? Ага. Это, конечно, все хорошо, но на вашем бы месте я бы, наверное, дальше не ехал. Да, на всякий случай. Так, а почему не ехать? А что нам делать? Так, ну или... Не знаю. Что-нибудь надо придумать. А что придумать? Почему не ехать? Кстати, как вас зовут? Не понял. Гуталин. Куда он делся? Бобик, я не знаю. Он же тут стоял. И исчез, что ли? Так, Гуталин, ну ты же прямо на него смотрел. Да нет, Бобик, я отвернулся. Ну, я на тебя посмотрел, а ты потом в окно. А потом, ну ты спрашиваешь, куда он делся. И, так он исчез, что ли? А это что такое? Это там телефон, что ли? Или что это?
Это он потерял? Стой, так, он, наверное, на остановке вышел. Да, Гуталин, на какой остановке? Мы после того, как на нас этот снежный человек нападал, поезд ускорился и все, не останавливался. Он что, на ходу, что ли, выпрыгнул? Так, Бобик, я не знаю, но он какой-то странный. Ну, да, сказал, что... Подожди, а что он нам говорил? Что нам лучше дальше не ехать? А почему? Так, а что за телефон? Почему он решил оставить? О, Бобик, смотри, там что-то включилось. Да, какое-то видео. Видео запустилось. Что это такое? На одной из линий пригородных поездов ходили упорные слухи о странном участке пути. Этот тоннель, казалось, был ничем не примечателен, всего несколько сотен метров под холмом, где когда-то находился заброшенный карьер. Но с наступлением темноты он превращался в нечто пугающее. Все началось с жалоб пассажиров. Люди, ехавшие последними поездами, рассказывали о странных ощущениях. Когда поезд въезжал в тоннель, казалось, что стены начинают приближаться. Как будто вагон протискивается через что-то непонятное, описала одна из пассажирок. Другие утверждали, что ощущали слабые толчки, будто кто-то снаружи пытается надавить на стены вагона. Самый тревожный случай произошел в один из осенних вечеров, когда опытный машинист по имени Виктор вел последний состав в этот день. Виктор проработал на этой линии более 20 лет и знал ее вдоль и поперек. В ту ночь ничего не предвещало беды, пока поезд не въехал в злосчастный тоннель. Сначала я заметил, что поезд замедляется, хотя на этом участке не должно быть проблем, рассказывал Виктор позже. Казалось, что что-то держит состав, словно невидимые руки. Когда мы остановились, я решил выйти и проверить путь, и вот тут началось самое странное. Фонарь осветил рельсы в темноте, которые выглядели нетронутыми, но стены тоннеля заставили Виктора похолодеть. Они двигались очень медленно, еле заметно. Но это было движение, как будто тоннель то приближался, то отдалялся. Стены слегка пульсировали, и где-то далеко слышалось тяжелое и ритмичное биение. Оно как будто напоминало вращение шестеренок или работу двигателя. Машинист поспешил вернуться в кабину. «Я никогда так не пугался», — признавался он потом. «Мне казалось, что если я останусь там еще хоть на минуту, тоннель просто закроется надо мной». К счастью, поезд удалось вывести из тоннеля, но пассажиры в вагонах тоже заметили странности. Многие жаловались на покалывание в ногах, как будто их что-то ощупывало. Одна женщина утверждала, что видела мелькнувшую в окне тень, которая двигалась со скоростью самого поезда. После этого случая маршрут временно закрыли. Проверка тоннеля не выявила никаких технических проблем, однако некоторые рабочие, участвовавшие в осмотре, отказывались возвращаться туда, утверждая, что чувствовали себя нежеланными гостями. Они говорили о странной тяжести в воздухе и звуках, напоминающих рычание и гудение. Со временем маршрут вновь открыли, но среди пассажиров и работников линии название «Живой тоннель» закрепилось навсегда. Люди стараются не ездить последними поездами, а если поезд все же въезжает в тоннель на закате, многие начинают шептаться и нервно озираться. И хотя никаких новых инцидентов с застрявшими поездами не было, слухи продолжают жить. Старожилы рассказывают, что тоннель построили на месте старого карьера, где когда-то пропало несколько экскаваторов и БелАЗ. Ходили слухи, что их завалило обвалившейся породой, но машины так и не нашли. Может быть, они до сих пор обитают в тоннеле, превращая его в нечто живое и опасное. Но что бы ни скрывалось за этими историями, одно ясно. Если окажетесь в тоннеле, прислушайтесь. Возможно, вы услышите далекое зловещее гудение. Ух, ничего себе. Так, Гуталин, это что, получается, какая-то страшилка, что ли, была? Что мы только что посмотрели? Да, Бобик, скорее всего, это страшилка про какой-то тоннель-пожиратель поездов, что ли? Да. Так это реальный случай, что ли? Или я не пойму, что это за видео на телефоне такое у него странное. Так, Гуталин, подожди, это вообще телефон, той машинки, того странного персонажа, который так резко исчез. Да, Бобик, а чей же еще? Так, стоп, Гуталин, смотри. Гуталин, смотри, за окном ведь что-то ничего не видно. Темно как-то. Там снега что-то не видно. И стоп, стены какие-то. Мы что, в тоннель заехали? Так, Гуталин, а что, если это тот самый тоннель? Ну, как из этой страшилки, тоннель-пожиратель. Так и что-то поезд замедляется. Что-то мне это не нравится. Нет, Бобик, все нормально. Опять ускорился.
Фу, ну, я, если честно, тоже начал переживать. Действительно, поезд как-то сбросил скорость. Я думал, сейчас опять остановится. Ну да, если он бы остановился посреди тоннеля, было бы очень жутковато. Тем более после этой страшилки. Бобик, все, выехали из тоннеля. Ну, на улице темно, но хотя бы луна светит. О, Бобик, смотри, по-моему, на телефоне новое видео запускается. Наверное, это следующая страшилка. Интересно, про что она? Давай посмотрим. Поезд-монстр. Пожиратель вагонов. На старой железнодорожной линии, которая находилась посреди леса, ходили легенды о таинственном поезде-монстре, который появляется в густом тумане. Его называли пожирателем вагонов. Говорили, что он появляется на пути обычных поездов и один за другим начинает съедать их вагоны, оставляя после себя лишь пустоту. Машинист Том Уитман, работавший на этой линии уже много лет, считал, что это всего лишь страшные сказки. Но однажды ночью, ведя вечерний поезд с небольшим числом пассажиров, он столкнулся с тем, что изменило его жизнь. Это была обычная ночь. Густой лес по обе стороны железной дороги. В составе было 6 вагонов и всего около 10 пассажиров. Когда поезд въехал на участок, окруженный лесом, из ниоткуда появился плотный туман. Радиосвязь пропала, а приборы на панели начали мигать, как будто поезд вошел в зону сильного электромагнитного поля. Внезапно за окном появился темный силуэт, который двигался на огромной скорости. Это был огромный поезд, но необычный. Его вагоны были покрыты чем-то похожим на щупальца, которые тянулись вперед. Казалось, он был живым. Внезапно жуткий гул пронесся по составу, а затем поезд резко дернуло. Том обернулся и с ужасом увидел, что последний вагон их поезда исчез. Щупальца пожирателя захватывали следующий вагон, словно сжирая его. Люди, находившиеся в этих вагонах, в последний момент перебегали в соседний, спасаясь от монстра. Том включил экстренное освещение и закричал в громкоговоритель: «Не паникуйте, всем перебегать в передние вагоны!» Люди с криками бросились вперед, переходя через соединительные проходы. Один за другим вагоны исчезали, поглощенные темным монстром. О, Батарин, смотри, что это за окном? Кажется, на мост выехали. Ничего себе, классный пейзаж. Да, Бобик, согласен. Подожди, не отвлекай, страшилка. Ведь интересно, давай досмотрим, что там, чем все закончится. Интересно. Да, Гуталин, да ладно, да, включай заново. Подожди, ты на паузу нажал? Давай, включай еще раз. Так, подожди, Бобик, что, поезд опять остановился, что ли? Остановка? Подожди, мы так надо нашу остановку не проехать, а то мы сейчас будем смотреть страшилки на этом телефоне и пропустим свою остановку. Кстати, где она там вообще скоро будет, в станции вокзале, потому что пока что один лес вокруг мелькает. Когда город начнется, непонятно. Так вот, ну давай посмотрим по карте вообще, где мы находимся. О, давай на телефоне включим GPS, посмотрим, где мы. Так, подожди, Бобик, ну телефон чужой, вообще надо вернуть будет. Да, заберем с собой тогда и, может, потом найдем эту странную машину этого владельца. О, вот он, в чем дело? Что это было? Какой-то удар опять? Так, стоп, а поезд остановился, неужели? Гуталин, снежный человек! Это опять он, наверное. Так, Бобик, подожди, тихо. Возможно, он опять вернулся. Ну, надо выглядеть в окно, надо на него посмотреть, как он вообще выглядит. Да, Гуталин, согласен сейчас. Надо... О, смотрю. О, нет, Гуталин, ничего себе. Так, Бобик, что там? Снежный человек? Да я посмотрю. Нет, Гуталин, тут кое-что посерьезнее. Там какой-то там этот поезд-пожиратель. Так как и страшилки. Давай, Гуталин, жми на газ. Давай быстрее уезжай. В следующий вагон переезжай. Он, похоже, сейчас будет съедать этот вагон. Что, Бобик, какой еще поезд-пожиратель? А вот теперь, да, вижу, ничего себе. Так, стоп, ну это какой-то другой поезд-пожиратель. Ну да, вот, Алина, я тебе говорю, как с той страшилки, которую мы начали смотреть. Так, телефон захвати, давай, бери телефон и поехали в другой вагон, в последний. Давай быстрее переезжаем, потому что этот вагон, он либо сейчас, наверное, столкнет вниз с моста, либо, не знаю, наверное, будет... Ну да, точно, как в той страшилке, пожиратель вагонов, да, это пожиратель вагонов, ничего себе. Так, подожди, где ты, в каком вагоне? Так, вот, Алина, я здесь, давай, догоняй, я пока что во втором. Во втором, где ты? А, Бобик, все, вижу тебя. Ух, ничего себе, вот это да. Так, подожди, откуда этот монстр появился вообще? Не знаю, Гуталин, но похоже, он сейчас будет, да, разрушает поезд. Так, подожди, ну нам надо выпрыгивать отсюда. Да, потому что он сейчас и до нашего вагона доберется. Бобик, ну я тогда не знаю, что делать. Ну, может, как-то спрыгнем на рельсы и по рельсам поедем. Так, о, тихо, слышал, что это за шум был? Так, подожди, Гуталин, тихо, похоже, этот монстр начал пожирать вагоны. Да, похоже, первый уже сел. Ну да, получается, у нас другого выбора нет. Надо прыгать либо с моста, либо как-то на рельсы приземляться и
под вагонами ехать. Так, ну, давай, Бобик, где ты, в каком вагоне? А, вот, ну, подожди, ты во втором? А я-то, вот, все, я тебя вижу. Да, подожди, мы во втором вагоне, давай переедем дальше в самый первый, давай там откроем двери и выпрыгнем. Или может как-то проникнем в кабину машиниста. Так, да, точно, Гуталин, давай, о, подожди, я пытаюсь открыть двери, они заблокированы. Да, точно, Гуталин, все двери заблокированы, мы в ловушке, что делать? Так, тихо, спокойно, Бобик, почему заблокированы? Гуталин, ну не знаю, наверное, автоматически заблокировать. Помнишь, там машинка говорила, что тут здесь нет машиниста, ну и поезд автоматически едет. Наверное, в него врезался этот монстр, ну и сработала автозащита какая-то, и все двери заблокировались. Да, или может поезд подумал, что опять этот снежный человек нападает, ну и он, да, блокирует, наверное, все двери, чтобы он внутрь не забрался. Так, стоп, Гуталин, я знаю, что делать. Давай, где телефон? Ты с собой забирал? Там же мы смотрели страшилку, там же точно такой же монстр почти был. Да, пожиратель вагонов. И, возможно, там в конце, ну, есть способ или какая-то разгадка, как победить того монстра, ну, понял? Так что надо, давай, смотрим страшилку быстро, и может получится узнать что-то, какую-то полезную информацию. Давай, Гуталин, где телефон? Подожди, Бобик, а я его выронил, я его вез и выронил в соседнем вагоне. Так, сейчас надо вернуться. Так, нет, стой, Гуталин, уже поздно. Пожиратель начал есть уже какой предпоследний вагон. Следующий наш, давай. Нет, Гуталин, поехали лучше в кабину машиниста, может, как-то попробуем разблокировать двери там. Нет, Бобик, давай я быстро сейчас заберу, я успею. Так, нет, стой, Гуталин. Так, все, Бобик, не переживай, я уже здесь. В вагоне, так, ладно. О, вижу телефон. Вот он как раз рядом, совсем близко. Так, ну и монстр тоже недалеко. Так, ладно, сейчас быстро рывочек. Так, а ну-ка, ну что? Или резко, или медленно. О, тихо, что он там? Так, Гуталин, ну быстрее, что ты там? Забирай, если видишь его, и едь обратно. Так, подожди, Бобик, я просто без резких движений. Может, монстр перепутал есть этот вагон? Может, он ему не понравился? Невкусный какой-то, наверное, соленый. О, все, Бобик забрал, отлично. Так, Гуталин, супер. Вот, давай быстрее включаем. Давай здесь или перейдем в кабину машиниста. Так, нет, Бобик, двери же заблокировали. Давай здесь уже сразу включаем. Смотрим продолжение, где мы там остановились. Давай перемотаем. О, вот этот момент, давай. Все, запускаем, быстрее смотрим. Когда остался только один вагон, пассажиры, сбившись в плотную группу, почувствовали, что туман вокруг становится гуще, а поезд-монстр буквально висит над ними. Пассажиры начали судорожно искать способ остановить монстра. Подросток Алекс заметил, что щупальца монстра избегают металлических частей вагона, но притягиваются к окнам и пластиковым панелям. Это натолкнуло его на мысль, что монстр чувствует или улавливает материал, который не является частью поезда. Я читал про такие вещи, как странные магнитные поля или существа реагируют на различную энергию. Этот монстр, возможно, реагирует на наши эмоции, особенно на страх. Эта идея прозвучала безумно, но пассажиры решили, что раз страх привлекает монстра, нужно попытаться перепутать его сигналы. Алекс предложил включить громкую музыку через колонки, смешав ее с ультразвуком сирены. Это должно было создать помехи, которые дезориентируют монстра. Студентка Лора предложила дополнительный план – использовать зеркала в вагоне. Она заметила, что монстр замедлялся каждый раз, когда его пасть мелькала в отражениях окон. Когда монстр приготовился съесть последний вагон, пассажиры включили сирену и колонки на полную мощность. Звук был оглушительным, вибрации пронизывали весь вагон. Одновременно свет отражался от зеркал, ослепляя щупальца и пасть монстра. Поезд-пожиратель взревел, его движения стали хаотичными, и он начал отступать. Но вместо того, чтобы исчезнуть, он словно застрял между рельсами, ослабев под действием света и звука. Лора крикнула: «Мы должны отвлечь его окончательно. Все думайте о чем-то спокойном, счастливом, не бойтесь его». Это, казалось, добило монстра. Его силуэт начал исчезать, и он растаял в воздухе, оставив за собой только слабый запах гари. Когда вагон прибыл на станцию, Том с пассажирами пообещали больше никогда не показывать страх, если что-то подобное произойдет снова. Они верили, что монстр – это нечто, питающееся эмоциями, и теперь знали, как ему противостоять. Не бояться, создавать хаос для его восприятия и, самое главное, объединяться. С тех пор ни один поезд на этой линии не исчезал, но среди пассажиров всегда находился тот, кто носил с собой зеркальце, на всякий случай. Ух, ничего себе! Да, вот так страшилка, интересно. Так, ладно, все, Бобик, все, хватит, потом будем ставить оценки страшилки, давай быстрее. Нам надо попробовать как-то создать шум, что-то включить. Есть какая-то колонка? Гуталин, подожди, ну у меня нет. О, тихо, похоже,
По-моему, этот монстр доел последний вагон, ну, точнее, предпоследний. А мы вот уже в последнем, наш следующий. О, Бобик, смотри, в этом телефоне есть как раз какие-то мелодии, звуки. Вот звук сирены, звук... Да, вот, а ну-ка, включаем. Да. Гуталин, подожди. Я тут проехался чуть по вагону, нашел зеркало. Отлично, это как раз то, что нужно, зеркало от машины. Возле кабины машиниста было отлично. Все, Бобик, еду к тебе, забираю зеркало. Так, подожди, ты говоришь шум, ну давай, включай его быстрее. Так, Бобик, я уже включил ультразвук этот, и похоже, монстр как-то начал себя странно вести. Да, ему это не понравилось. Так, это уже хорошо. Так, Бобик, значит, сейчас смотри. Быстро выпрыгиваем. Ну, берешь зеркало, выпрыгиваем. Но главное не бояться, понял, как в той страшилке. Выпрыгиваем и оп, ага, сюрприз. Вот, тихо, подожди, ты уверен? Что-то мне это не нравится. Так, Бобик, я говорю, отставить. Отставить панику. Мы его не боимся, давай направляй зеркало на него. Да, о, отлично. И включим погромче на телефоне ультразвук. Все, видишь, он сдает назад. Ага, не нравится ему. Да, мы тебя не боимся, давай. Давай устроим битву. Так, зеркало, а ну-ка повернем еще. Вот так, смотри. Смотри на себя. Ага. Так, что, не нравится? О, все. Вот они, по-моему, падает. Так, ну ладно, что ты так прям рассердился. Давай дружить лучше. Если хочешь, можем подружиться. Если ты монстр нормальный. А, нет, не хочет. Улетел почему-то. Улетел, но непонятно, обещал вернуться или нет. Все, упал прям в воду. Фух, вот это да. Вот это, конечно, приключение. Мы его все-таки смогли победить. Фух, ну что, Вовик, поздравляю. И еще плюс один монстр. Так, ну это какой-то поезд пожиратель странный был. Так, надо было его не успели сфотографировать. Надо было действительно этот... А, хотя у нас есть страшилка, да, точно. Тогда покажем эту страшилку Гошу Чичу, и может они знают, что это за монстр был. А может Блейн знает, да, точно, Гуталин, отличная идея. Так, ладно, все. Надо отсюда поскорее, наверное, уезжать. У нас остался один последний вагон, но зато он с двигателем. Да, Бобик, все, я переключился на ручное управление, и теперь мы сами будем управлять этим поездом. Ну, точнее, тем, что от него осталось. Так, ну что, теперь придется самим добираться до города. Да, вот так приключения. Так, подожди, Гуталин, а что получается? Та машинка, ну, которая... Кстати, мы даже не узнали, как ее зовут, которая рассказывала нам, ну, про снежного человека, ну, которая исчезла ни с того ни с сего. Может быть... Но он нам специально оставил этот телефон со страшилками, ну да, и они как бы сами запустились, то есть он нас так пытался предупредить. Да, Бобик, отличная идея, скорее всего так и есть. Сам он исчез, не знаю почему. Может, у него какие-то неотложные дела появились, но решил оставить нам телефон, и благодаря этому телефону мы смогли победить этого монстра. Фух, да, вот так приключения. Так, ну что, Бобик, полный вперед, помчали. Да, Гуталин, только сильно не разгоняйся. Фу, да, вот так денек. И по горам покатались. Снежного человека, к сожалению, не увидели, но зато услышали. Ой, Гуталин, все-таки, наверное, он существует. Но это не точно. Все, Гуталин, помчали.